В моей долгой карьере были тысячи дел. Большинство из них мне хочется просто забыть. Но есть среди них одно, которое я, вероятно, буду помнить вечно. Когда я думаю о нем, сперва появляется нотка горечи, едва уловимый аромат полыни и миндаля, который тот же час перебивается всепоглощающим ароматом блаженства. У вас есть любимый запах? Тот, что сводит с ума и заставляет обо всем забыть хоть на мгновение, погружает вас в детство или уносит в далекие края. А теперь представьте, что он наделен 100-кратной силой. Земных понятий и сравнений не хватит, чтобы описать тот аромат, который накрывает меня как цунами, овладевает каждой клеточкой моего тела. Только истинный гений мог создать столь совершенный и неземной аромат. Но только истинный злодей мог явить миру свое творение, самое опасное и самое прекрасное оружие из всех, что когда-либо существовали. Но обо всем по порядку. Знакомьтесь, наш новый объект. Жан-Поль де Пюжон. Под кодовым названием парфюмер. Эрудит, эстет, педант, а главное – психопат. Он создает ароматы, которые каким-то образом влияют на психику людей и подчиняют их его воле. Он заставил тысячи людей отдать ему все, что у них было, а порой он использует свои ароматы просто для издевательства над людьми. К примеру, его последнее творение «Мадам Фуршет» свело с ума не одну французскую модницу. Свело с ума в прямом смысле этого слова. Чтобы вы лучше понимали, с кем мы имеем дело, я выяснила, кто такая мадам Фуршет. Записано в настоящее время. Je suis étudiant. Прошедшее время. J'étais un étudiant. И, наконец, будущее время. Je serai un étudiant.
Простите, мадам Фуршет. Ми-ми-ми-ми-ми. Простите, мадам Фуршет. Тьфу, мямля. Ума нет, думаешь выбиться из жизни за счет смазливого личика и английского голоска? Я из тебя сделаю человека, гадкий ты мальчишка. После уроков 100 раз напишешь на доске «Je suis un idiot» в настоящем, прошедшем и будущем времени. Жан-Поль действительно потренировался во французском, но не на доске. Уже тогда Жан-Поль был расчетлив и мстителен. Он не только освоил спряжение французских глаголов, но и добился немалых успехов в других науках. Будьте осторожны, этот объект опасен и непредсказуем. Найти его несложно, он обитает в парижских катакомбах. Все знают, где он, но никто не может его остановить. Завтра вы отправляетесь в Париж. Постарайтесь не облажаться. Жан-Поль все это время был на шаг впереди следствия. Он уже знал, что я отправляюсь за ним, и ждал. В тот же вечер наше общение стало немного более личным. А если быть точнее, я получила подарок. Я решила спрятать флакон, чтобы с утра завести его в офис и передать экспертам. Несмотря на непреодолимое желание узнать, каков он, аромат свободы Жаклин. Моя перелетная ласточка, зачем ты опять согласилась на этот полет? Ты на этой работе слишком устаешь. Знаешь, иногда я представляю, что твой самолет может разбиться, и я бы просто не пережил. Жизнь без тебя, она просто не имеет смысла. Ты весь мой мир. И знаешь, ты просто не представляешь, я беспокоюсь каждый раз, когда ты улетаешь в дальний полет. Прости, мне нужно выйти. В тот вечер все стало невыносимо. Невыносима мысль о том, что ради спасения мира мне приходится ежедневно врать, притворяться. Ради этого мира мне пришлось перестать быть собой. Я уже даже не помнила, кто я на самом деле. Все фатальные вещи в мире совершаются на порыве. Еще секунду назад это было бы невозможно. И вдруг я делаю это. Я профессиональный агент. Совершаю, возможно, величайшую глупость в жизни. Жаклин. Жаклин. Как же я рад, что ты приняла мой дар. Я чувствую твою боль. Как и я чувствую ее. Я помогу тебе освободиться. Не использовали тебя. Но также и меня использовали. Я помогу тебе убежать от них и сделаю тебя свободной.
Жаклин, какая-то странная, с тобой все в порядке. За всю дорогу не сказала ни слова. Дерек, тебе не кажется, что все проблемы от лишних слов? Знаешь, Жаклин, я всегда любил с тобой общаться. Только ты умела заставить меня улыбаться. Еще когда я знал тебя под именем Тереза, помнишь наши пробежки? За 15 минут мы успевали обсудить все на свете. А потом ты убегала вперед, а я пытался хотя бы не отставать и не терять тебя из виду. Тихо, Дерек. Мне кажется, мы уже близко. Вы как раз вовремя. Только что я закончил разработку нового аромата. Я назову его в твою честь Жаклин. Безусловная любовь. Что за чушь он несет? Немедленно подними руки и выйди на центр комнаты, или мы будем стрелять. Дерек, сейчас же опусти пистолет. Я всю жизнь была хорошей девочкой и играла по правилам. Но я больше не хочу. Не знаю, что он с тобой сделал, но я точно знаю, что ты не выставил своего напарника. Эй, клоун! Выходи на центр комнаты. Или я стреляю на поражение, считаю до 3. 1, 2, 3! Ты подарил мне свободу. Подари мне любовь. К черту политику, убийство, Соню, Карла и тебя, Дерек. Мне никогда не было так хорошо и свободно, как сейчас. Да, он приходил в себя. Кажется, он бредил. Говорил, что в него стреляла напарница. Мы снова теряем его. Мы снова теряем его. Дерек, ты обязан поправиться. Ты еще вернешься на службу, мы справимся и без нее. Поверь, Дерек, каждая предательская пуля в спину делает нас еще сильнее. И, увы, немного бесчувственнее. Уж я-то знаю. Босс, вы со мной разговаривали. Еще чего не хватало. Босс, Жаклин сменила сторону. Все кончено. Я знаю, но ничего еще не кончено. Проекта Жаклин больше нет. Ты думал, что Жаклин это эта девчонка? Да Жаклин это даже не ее настоящее имя. Кто же тогда Жаклин? Жаклин это я. И ты. И еще десяток наших сотрудников. Жаклин это проект, команда. Мы продолжим работу и без нее. Я не хочу продолжать никакую борьбу, босс. Спасибо за все, но я ухожу. Дерек, тебе нужно время. И я надеюсь, ты мне позвонишь, когда оправишься физически и эмоционально. Almost anything. A fishing reel, a jewelry case, a broken heel, a funny face, a special bracelet, earrings too, a tennis racket, good as new.
Моя жена стюардесса. Она должна была вернуться из полета уже 2 дня назад. Да, ее зовут Жаклин. Да что вы такое говорите? Как вы ее не знаете? Я добьюсь правды. Что вы сделали с моей женой? Жаклин, где же ты сейчас? Да сколько можно уже, соберись. Я понимаю, что вам трудно так сразу понять, что все эти годы вы жили с той, кого не знали. Но... Алло? Мистер Мартинс, я рада, что вы мне позвонили. Да, конечно, мы можем встретиться. И у меня для вас хорошая новость. Кажется, я нашла нам еще одного союзника. Что ж, меня радует ваша решительность. Через час встретимся на дороге на аэропорт. Всего хорошего. Вы поможете нам восстановить справедливость. Но я все еще люблю ее. Именно поэтому вам следует отправиться с нами, чтобы увидеть, что Жаклин уже не та, кого вы любили. Поверьте моему опыту, от любви до ненависти. Господа, я вижу, вы оправились и готовы работать. Да, босс, надерем их на парфюмированные задницы. В моей долгой карьере были тысячи дел. Большинство из них мне хочется просто забыть. Но есть среди них одно, которое я, вероятно, буду помнить вечно. Когда я думаю о нем, сперва появляется нотка горечи, едва уловимый аромат полыни и миндаля, который тот же час перебивается всепоглощающим ароматом блаженства. Разрывать оковы порой больно, но необходимо. Это дело стало особенным, моим последним делом в качестве агента. Я обменяла правильную жизнь, написанную по чужому сценарию, на свободу и блаженство, и ни капли не сожалею о содеянном, несмотря на то, что мне пришлось причинить боль многим людям в качестве платы за свободу и счастье. Дорогая Жаклин, исследуйте третий аромат. Он сделает нас безгранично счастливыми. Я дарю его тебе.